Экстрасенсы, кто они? Люди, наделенные необычными способностями, тонкие психологи или обычные шарлатаны? Открываем очередное секретное досье. Здравствуйте, мои хорошие! Работа над этим выпуском шла долго, кропотливо, а вдохновил меня на нее замечательный психолог и гипнотерапевт Геннадий Иванов. Ссылка на канал Геннадия будет в описании к видео. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент в России сложилась достаточно опасная тенденция, когда количество всевозможных целителей, экстрасенсов, шаманов, колдунов и других представителей нетрадиционной медицины значительно превысило число дипломированных врачей. По самым примерным подсчетам, экстрасенсы давно преодолели цифру в 800 тысяч человек, при том, что количество медицинских работников колеблется в пределах 600 тысяч. Из приведенных данных закономерно вытекает вопрос: если количество последователей нетрадиционных практик столь велико, возможно, действительно существуют люди, наделенные экстрасенсорными способностями, которые могут исцелять и возвращать здоровье страждущим. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте окунемся в глубину веков, к моменту зарождения человеческой цивилизации. Уже тогда стали появляться первые шаманы и колдуны, которые, обладая знаниями о целительных силах природы, окружали себя ореолом мистики. Эти две важных составляющих давали им возможность не только лечить, но и вселять благоговейный страх в сердца людей. Хоть с тех незапамятных времен и прошли тысячелетия, но в основе работы современных экстрасенсов, в подавляющем большинстве случаев, лежат те же принципы. Мистика, сдобренная знаниями в области психотерапии, анатомии, физиологии, фитотерапии и гомеопатии, позволяет и сейчас существовать этой древней профессии. Еще в 1963 году замечательный польский писатель, философ, фантаст, футуролог Станислав Лем в своей фундаментальной работе «Сумма технологий», в которой, наряду с прочим, он предвосхитил создание виртуальной реальности и искусственного интеллекта, пишет об экстрасенсорике как о несбыточной мечте человечества, обосновывая отсутствие экстрасенсорных способностей у людей тем, что такая полезная функция организма появилась бы эволюционно уже давно и у нескольких видов животных, чего, однако, не наблюдается. Как бы нам ни хотелось верить в чудо, давайте, откинув все предрассудки и домыслы, попытаемся трезво взглянуть на современных экстрасенсов. На закате своей карьеры самый известный американский экстрасенс Джеймс Хайдрик дал разоблачительное интервью, поведав миру о том, как обманывал своих клиентов. По словам Хайдрика, главное — отвлечь человека чудом, которым в его случае выступали обычные фокусы, выдаваемые за проявление потусторонних сил. И в тот момент, когда сознание человека парализовано происходящим, воспользоваться ситуацией для получения прибыли, например, предсказать будущее. Следующей методикой, которой часто пользуются современные экстрасенсы, выступает гипноз. Первопроходцем телевизионного гипноза считается профессор, психотерапевт Павел Игнатьевич Буй, который в 60-х годах выступил по ленинградскому телевидению в передаче о пользе гипноза. В качестве эксперимента с экранов телеприемников зрителям была дана команда «Ваши руки склеились, ваши руки расклеились». Спустя несколько часов на станции скорой помощи стали поступать звонки с просьбой разжать руки. Оказалось, у наиболее внушаемых лиц, посмотревших эфир программы, руки до сих пор оставались сцепленными. В экстренном порядке бригадам скорой помощи пришлось объезжать больных и расклеивать руки. После произошедшего инцидента советское телевидение более 20 лет старалось обходить подобные тематики. Однако на волне перестройки ситуация стала меняться кардинальным образом. Еще живы в памяти многих сеансы психотерапевта Анатолия Кашпировского, собиравшие в конце 80-х годов прошлого века у голубых экранов миллионы жаждущих исцеления людей. Самое поразительное, Кашпировскому удалось подобрать методику внушения, которая действительно приносила многим зрителям облегчение.
Сохраняя перед камерами взгляд, позу, жесты, тембр голоса, интонацию, свойственную гипнотизеру, Анатолий Михайлович, отвлекая зрителей длинным и причудливым монологом, периодически вставлял фразы, содержание которых представляло прямое внушение и оказывало максимальный терапевтический эффект. В психотерапии подобная методика известна под именами двух ученых – Кречмера и Эриксона. Телевизионный экстрасенсорный джин был выпущен из бутылки. Следующей ласточкой эры современных экстрасенсов стал спортивный журналист Алан Чумак, который начал заряжать своей целительной энергией воду, мази и даже печатные издания. Использование заряженных предметов должно было улучшить состояние здоровья, и оно наступало. У людей с повышенной внушаемостью действительно наблюдались положительные сдвиги в состоянии здоровья. В медицине подобное явление носит название эффект плацебо или пустышки, когда в лечении используются средства, не обладающие лечебными свойствами, эффект от применения которого наступает в результате веры самого пациента в действенность препарата. Плацебо широко применяются в фармацевтической промышленности как контрольные препараты в клинических испытаниях новых лекарственных средств. С этой целью одной группе испытуемых дают исследуемый препарат, проверенный на животных, а другой – плацебо. Эффект от применения препарата должен достоверно превышать эффект плацебо, чтобы препарат сочли действующим. Последующие исторические события, распад Советского Союза и депрессивные состояния в обществе, сложившиеся на этом фоне, стали катализатором наплыва всевозможных магов, целителей и экстрасенсов, и, естественно, немаловажная заслуга в произошедшем лежит на средствах массовой информации, которые стали активно обсуждать и рекламировать данных представителей нетрадиционной медицины. По данным соцопроса, проведенного специалистом Левады-центра, до настоящего момента около 20% россиян до сих пор активно используют услуги целителей. Как мы видим из вышесказанного, на деле экстрасенсы оказываются всего лишь тонкими психологами, успешно использующими в своей практике психотерапевтические приемы, которые нередко маскируются завесой мистики. А основной эффект от их лечения зачастую складывается из внушения и самовнушения пациента, что довольно опасно при полном отказе от традиционной медицины в пользу экстрасенсов. Например, в случае онкологического заболевания пациент, клюнувший на удочку экстрасенса, теряет бесценное время, которое могло быть успешно использовано врачами для купирования заболевания на ранних стадиях. Как в свое время сказал Иван Грозный, кто какой страстью обуреваем, то и Бога выбирает соответствующего. Простыми словами, для голодного Бог – это еда, для обиженного – месть. Помните, астрологи, гадалки, целители, экстрасенсы и другие подобные представители нетрадиционных направлений даже, быть может, невольно, но стараются нащупать ту затаенную душевную рану, слабину, надавливая на которую легко внушить чужую волю. Блестящий белорусский психолог Леонид Левит в одной из своих книг, обращаясь к желающим попасть на прием к экстрасенсам, пишет: «При встрече с очередным экстрасенсом задайте ему какой-нибудь конкретный вопрос. Например, на какой зуб у вас надета коронка? Или чем вы болели в детстве? И внимательно наблюдайте за реакцией собеседника. Многое вам станет ясно в первые же секунды. Если же вы стесняетесь ситуации разоблачения такого целителя больше, чем он сам, тогда хотя бы не доверяйте ему свою личность и свое здоровье, самое дорогое, что у вас имеется». Безусловно, организм человека полон тайн и загадок, многие из которых нам только предстоит узнать. И ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что с каждым новым днем мы все больше раскрываем его скрытые возможности. Поэтому даже чисто гипотетически существует вероятность наличия сверхчувственного восприятия у отдельных индивидов. Тем не менее, до настоящего момента в открытых источниках не существует ни одного официально зафиксированного и научно доказанного случая ее проявления. В Соединенных Штатах Америки поиском экстрасенсов занимается образовательный фонд, созданный всемирно известным иллюзионистом Джеймсом Рэнди. Фонд официально гарантирует премию любому, кто сможет продемонстрировать паранормальные способности в условиях корректно поставленного эксперимента.
А в России прототипом премии Рэнди является премия Гарри Гудини, основанная в 2015 году видеоканалом Sky One и медико-генетическим центром Генотек. А в состав экспертного совета и оргкомитета премии Гудини входят научные журналисты, специалисты в области медицинских, технических, точных или естественных наук, а также члены комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Несмотря на значительную сумму вознаграждений и большое количество желающих пройти испытания, до настоящего момента ни американская, ни российская премия не смогла найти своего обладателя. Не болейте, заходите в сообщество ВКонтакте, там всегда интересно и полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!